Приветствую тебя, дорогой подписчик. На моем канале будет много интересного контента. Подписывайся, ставь палец вверх и оставляй комментарии. Наш космический дом не стоит в гордом одиночестве посреди пустыни. Мы живем в густонаселенном мегаполисе Млечного Пути. Если очертить вокруг Солнца сферу радиусом всего в 50 световых лет, ничтожное по меркам галактики расстояние, мы обнаружим внутри этого пузыря кипящую жизнь. Здесь, в нашем локальном квартале, находится около 1400 звездных систем. Это более 2000 звезд. Одиноких странников, тесных двойных пар и сложных тройных союзов. Наше путешествие начинается с прыжка на 11 световых лет в сторону зодиакального созвездия Девы. Здесь, скрытая от невооруженного человеческого глаза, дрейфует звезда, известная под каталожным номером РОС-128. Это красный карлик, самый распространенный тип звезд во Вселенной. Если бы мы подлетели к нему на космическом корабле, мы бы не увидели привычного нам яростного желто-белого сияния. РОС-128 светит мягким красновато-оранжевым светом. Его масса составляет лишь 17% от солнечной, а температура поверхности почти в 2 раза ниже, чем у нашей звезды. Красные карлики имеют дурную славу. Большинство из них, как наш ближайший сосед Проксима Центавра, это неуравновешенные, вспыльчивые светила. Они регулярно выбрасывают чудовищные потоки рентгеновского и ультрафиолетового излучения, способные сорвать атмосферу с любой планеты, имевшей неосторожность оказаться рядом. Но РОС-128 – исключение. Это тихий карлик. Он эволюционировал медленно и теперь пребывает в состоянии удивительного спокойствия. Именно это спокойствие делает его спутницу, экзопланету РОС-128b, одной из самых интригующих находок современности. Представьте, что вы стоите на поверхности этого мира. Скорее всего, планета находится в приливном захвате. Одной стороной она вечно обращена к звезде, а на другой царит вечная ночь. Жизнь, если она там есть, могла бы процветать в сумеречной зоне, на терминаторе границы света и тени. Благодаря спокойному нраву звезды атмосфера РОС-128b могла сохраниться в течение миллиардов лет, давая эволюции шанс, которого лишены планеты у более буйных карликов. Покидая Деву, мы перемещаемся в созвездие Малого Пса, преодолевая чуть больше 12 световых лет от Земли. Здесь нас встречает звезда Лейтена, JG-273. Еще один красный карлик, названный в честь голландско-американского астронома Вильяма Якоба Лейтена, который в первой половине 20 века кропотливо каталогизировал звезды с большим собственным движением. Эта система – наглядный пример того, как богаты на сюрпризы красные карлики. Звезда Лейтена обладает массой около четверти солнечной, и вокруг нее вращается целый ансамбль небесных тел. Но все внимание астрономов приковано к объекту Лейтен-B. Это так называемая суперземля. Она в 3 раза массивнее нашей планеты. Гравитация здесь была бы тяжелым испытанием для человека. Каждый шаг давался бы с трудом, а падение даже с небольшой высоты могло стать фатальным. Однако для самой планеты такая масса – благо. Лейтен-B находится в самом сердце обитаемой зоны, того золотого пояса орбит, где вода может существовать в жидком виде, не замерзая в лед и не выкипая в пар. Исследования показывают, что климат здесь может быть на удивление стабильным. Если на планете есть вода и скалистая поверхность, то океаны Лейтена-B могут быть одними из самых перспективных мест для поиска внеземных микроорганизмов в радиусе 20 световых лет от нас. Рядом с ней вращается еще одна планета – Лейтен-C. Но она расположена слишком близко к звезде и, скорее всего, представляет собой выжженную пустыню. Этот контраст между двумя мирами одной системы напоминает нам о хрупкости условий, необходимых для возникновения жизни. Мы оставляем царство медленных и тусклых карликов, чтобы встретиться с настоящим звездным рок-н-ролльщиком. На расстоянии 16,7 световых лет в созвездии Орла сияет Альтаир, одна из вершин знаменитого летнего треугольника. Альтаир – это полная противоположность РОСу-128 и звезде Лейтена. Это белая звезда главной последовательности спектрального класса А, молодая, горячая и в 2 раза массивнее Солнца. Но самое удивительное в Альтаире –
Не его яркость, а его скорость. Представьте себе шар раскаленной плазмы, который вращается вокруг своей оси с безумной скоростью. Если Солнцу требуется около 25 дней для одного оборота, то Альтаир совершает полный оборот всего за 9 часов. Скорость на его экваторе достигает фантастических 286 км в секунду. Центробежные силы при таком вращении чудовищны. Они буквально размазывают звезду в пространстве. Альтаир не шар. Он сплюснут, как тыква или мятый мяч. Его экваториальный диаметр на 20% больше полярного. Это искажение формы приводит к интересному физическому эффекту, известному как гравитационное потемнение. Поскольку экватор звезды находится дальше от центрального ядра из-за вздутия, он гравитационно менее связан и, следовательно, холоднее и темнее. Полюса же, прижатые ближе к ядру, раскалены до бела. Если бы мы могли посмотреть на Альтаир через фильтры, мы бы увидели яркую горячую точку на полюсе и более тусклый темный пояс посередине. Есть ли планеты у этого космического волчка? Пока мы не знаем наверняка. Яркость звезды и ее бешеное вращение затрудняют использование стандартных методов поиска. Однако инфракрасные телескопы обнаружили вокруг Альтаира свечение холодной пыли. Это остатки строительного мусора. Обломки астероидов и комет, возможно, аналог нашего пояса Койпера. Там в хаосе этой пыли могут скрываться молодые планеты, но их обнаружение – задача для телескопов будущего. Перенесемся теперь на 25 световых лет, в созвездие Южной Рыбы. Здесь царит Фомальгаут, звезда, которую древние персы называли одним из 4 царских стражей неба. Фомальгаут – молодая звезда, ей всего около 440 миллионов лет. Для сравнения, нашему Солнцу 4,6 миллиарда. Это время бурной юности. Но система Фомальгаута интересна не только самой звездой, но и своей архитектурой. Это тройная система. Главный компонент Фомальгаут-А имеет 2 удаленных компаньонов – оранжевого карлика – Б и красного карлика – Т. Однако истинную славу этой системе принесли снимки телескопа Хаббл. На них Фомальгаут выглядит как зловещее «Око Саурона» из Толкиновской саги. Звезду окружает гигантский, четко очерченный тороидальный диск из пыли и обломков шириной в миллиарды километров. Этот диск – один из самых массивных протопланетных дисков, известных науке. Внутри этого кольца разворачивается настоящая драма. Астрономы долгое время наблюдали яркую точку, движущуюся внутри диска, и назвали ее Фомальгаут-Б – Даган. Это стало сенсацией. Первая экзопланета, сфотографированная в видимом диапазоне. Ученые строили модели гигантского газового мира, окруженного кольцами, подобными сатурнианским, но в сотни раз больше. Но Вселенная любит загадывать загадки. Спустя годы наблюдений точка начала тускнеть и расплываться, пока не исчезла вовсе. Сегодня преобладает теория, что планета Фомальгаут-Б была вовсе не планетой, а гигантским облаком пыли, образовавшимся после катастрофического столкновения 2 ледяных астероидов размером с карликовой планеты. Мы стали свидетелями космического ДТП невероятных масштабов. Тем не менее, четкость границ пылевого кольца подсказывает, настоящие планеты там все-таки есть. Невидимые планеты-пастухи своей гравитацией удерживают пыль в узких рамках, не давая ей разлететься. Мы их пока не видим, но знаем, что они там, лепят форму своей звездной системы. Завершает наш грандиозный тур звезда, которая доминирует в весеннем небе северного полушария. На расстоянии 36,7 световых лет в созвездии Волопаса сияет Арктур, 4-я по яркости звезда ночного неба и ярчайшая к северу от небесного экватора. Встреча с Арктуром – это встреча с будущим нашего собственного Солнца. Арктур – оранжевый гигант. Когда-то он был похож на нашу звезду, но его водородное топливо в ядре иссякло. Термоядерная реакция переместилась во внешние слои, заставив звезду раздуться. Арктур в 25 раз больше Солнца по диаметру и в 170 раз ярче. Если бы Арктур оказался на месте Солнца, он поглотил бы Меркурий и опалил бы Венеру до состояния плазмы.
На Земле океаны выкипели бы за считанные минуты, а скалы начали бы плавиться. Но Арктур интересен не только своим размером. Это звезда-эмигрант. Его скорость и траектория движения сильно отличаются от большинства звезд в окрестностях Солнца. Арктур несется сквозь пространство со скоростью 122 км в секунду относительно нас. Он не принадлежит к плоскости галактического диска, где родилось Солнце. Арктур – представитель населения Галла, древнесферической составляющей галактики. Жизнь рядом с Арктуром сегодня невозможна. Зона обитаемости отодвинулась далеко от звезды по мере ее расширения. Но если вокруг него когда-то были ледяные луны у далеких газовых гигантов, вроде нашей Европы или Энцелада, то сейчас, под лучами раздувшегося гиганта, этот лед растаял. Возможно, прямо сейчас, на закате жизни звезды, на далеких окраинах системы Арктура на короткий миг расцвели теплые океаны, прежде чем звезда сбросит свои внешние оболочки и превратится в белый карлик.